Сегодня очередной выпуск новостей из мира шоу-бизнеса и работы антикоррупционного комитета Никиты Михалкова за последнюю неделю. Команда Никиты Михалкова и руководитель Следственного комитета товарищ Бастрыкин одержали колоссальную победу над преступностью. 2 дня назад был задержан опасный преступник-рецидивист, вор в законе Давид Чачибая, который обвиняется в многочисленных покушениях и нападениях на сотрудников антикоррупционного комитета. Опасному преступнику грозит до 15 лет лишения свободы. Свои преступления он совершал в первой половине 2024 года. По данным следствия, Давид Чачибая мог работать по заказу вышестоящих эшелонов власти, недоброжелателей антикоррупционного комитета. Руководство организации Никита Михалков и министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов сегодня утром срочно вылетели в город Нижний Новгород. Там начались беспорядки при открытии нового филиала антикоррупционного комитета, 107-го по счету. Одна из причин беспорядков – это местные власти Нижнего Новгорода, которые выступают категорически против открытия филиала антикоррупционного комитета. Российскому певцу, члену комитета и герою спецоперации Никите Малинину провели срочную операцию по удалению злокачественной опухоли. На данный момент Никита Александрович находится в одной из клиник Санкт-Петербурга. Состояние артиста диагностируется как средне-тяжелое. Еще одна существенная потеря в рядах команды Никиты Михалкова. По причине проблем с сердцем был экстренно госпитализирован известный актер Константин Хабенский. Одна из причин трагедии – это личная драма и сильнейшие стрессы, которые испытал Константин Юрьевич. Напомним, что в марте этого года в связи с колоссальной трагедией в Крокус-Сити Константин Хабенский потерял своего родного сына. В Израиле, в городе Хайфа, в особняке Аллы Пугачевой и Максима Галкина начались обыски, которые связаны с недавней трагедией, которая произошла в доме известной певицы. Несколько дней назад на праздничном гулянии в особняке Аллы Пугачевой, на котором присутствовали Кристина Орбакайте, Лайма Вайкуле, Андрей Макаревич, Игорь Крутой, Владимир Кузьмин, трагически погиб российский и советский композитор и певец Сергей Васильевич Челобанов. На данный момент Алла Борисовна Пугачева и ее подруга Лайма Вайкуле обвиняются в косвенной причастности к смерти артиста и обвиняются по статье «Смерть по неосторожности». Отметим, что трагедия произошла во время развлечения в нетрезвом состоянии вида. Артисты стреляли из пистолета по пустым бутылкам, и по случайности Алла Пугачева совершила выстрел в Сергея Челобанова, от которого тот скончался. В Санкт-Петербурге неизвестные преступники, вандалы, совершили нападение на дом-музей члена антикоррупционного комитета и легендарного советского и российского актера Александра Анатольевича Ширвинда. По данным полиции, из музея были похищены предметы старины, фотографии Александра Ширвинда и другие семейные реликвии. На данный момент ведется поиск преступников. К слову сказать, что покойный Александр Анатольевич Ширвинд стоял у истоков создания антикоррупционного комитета. Он мечтал о том, чтобы у организации был собственный телевизионный канал и радиостанция. Внучка известного советского и российского телеведущего программы «Клуб веселых и находчивых» Александра Васильевича Маслякова была взята под стражу по обвинению в ведении незаконной коммерческой деятельности и финансовом мошенничестве в особо крупном размере. Член антикоррупционного комитета и известный актер Михаил Боярский официально разорвал свои отношения со своим сыном, депутатом Сергеем Боярским. К слову сказать, что еще 1,5 месяца назад у Михаила Боярского и его сына Сергея возник серьезный конфликт.
в результате которого Сергей Боярский вначале оказался на больничной койке, а позже в следственном изоляторе города Санкт-Петербурга. Михаил Сергеевич Боярский публично обвинил своего сына в незаконных коммерческих операциях и злоупотреблением должностным положением. Более того, Михаил Сергеевич Боярский открыто заявил, что его сын косвенно виновен в тяжелом положении его дочери Елизаветы Боярской, в котором она находилась несколько месяцев назад. Зрители с большим стажем могут помнить, что еще около года назад у Елизаветы Боярской было обнаружено онкологическое заболевание раком мозга, и на тот момент Елизавета Михайловна находилась в критическом состоянии. Ей требовалась срочная операция, которая стоила несколько миллионов долларов. Семья Михаила Боярского искала финансовые средства, однако брат Елизаветы Сергей Боярский, имея эти деньги, не помог своей сестре. Как сообщает пресса, на данный момент Елизавета Боярская чувствует себя удовлетворительно, пока не происходило рецидива страшного заболевания. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает о большой трагедии в мире российского шоу-бизнеса и культуры. Накануне вечера вместе с супругой трагически погиб российский певец, композитор, поэт-песенник, лидер музыкальной группы, продюсер, старший сын известного советского и российского певца Андрея Державина Сергей Державин. Сергей Державин, который вместе с супругой проживал в городе Самаре, ушел из жизни в результате чрезвычайного события – пожара, который произошел в торговом комплексе города Самары под названием «Центральный». На момент трагедии Сергею Державину было 32 года, а его супруге 27. Сергей Державин не добился таких больших творческих успехов, как его отец Андрей Державин, однако также выступал на музыкальной сцене и даже участвовал в конкурсе «Песня года». Сегодня сотрудники антикоррупционного комитета поздравляют с днем рождения своего товарища, известного артиста, певца, барда Александра Розенбаума. Александру Яковлевичу исполняется 73 года. Помимо этого, сегодня свой юбилей празднует известная российская и советская актриса Анастасия Мельникова. Анастасии Мельниковой исполняется 55 лет. Очень приятные новости поступили о сотрудниках антикоррупционного комитета Никиты Михалкова. Сегодня утром известный композитор Раймонд Паулс и супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышов были выписаны из больницы и на данный момент находятся в домашней обстановке. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.